Общий салам алейкум. Сегодня я хочу рассказать про нашего предка Арыса, настоящее имя которого Анарыс. Буду сегодня рассказывать по-русски, чтобы многим было понятно, которые казахский язык не понимают, а русский язык знают. Вот я буду по-русски рассказывать. Қазақ бауырларым, ағайындар, ренжімеңдер. Жарайды ма? Көп халық естісін деп, шетте жүрген халықтар оларды білсін деп, біздің ұлы бабамызды соларға жеткізу үшін орысша айтайыншы. Сосын өздері таратып жүреді осы әңгімені. Вот почему по-русски я буду говорить, потому что эта личность Арыс, Анарыс, она до такой степени известная всему миру, но с другой стороны она загадочная личность, потому как многие его забыли, потомки его, нынешние потомки его забыли про своего предка. Вот, и они живут по всему Евразийскому континенту, его потомки. И вот многие не знают казахский язык, а русский язык, бывший вот этот Советский Союз, как говорится, люди, многие по-русски понимают, поэтому я сейчас по-русски расскажу. Вот. Я не просто так возвеличиваю этого человека, Арыса, Анарыса, потому что его личность до такой степени грандиозна, что и оценить его масштабы этого величия я сейчас попробую это все в этом ролике, как сказать, преподнести и рассказать. Тогда вы поймете, почему я так говорю. Этот человек является родоначальником многих народов, нынешне живущих на Евразийском континенте, многие из которых даже не подозревают, что они его потомки. И этот человек жил 2500 лет назад, где-то в 500-600 годах до нашей эры. Его в истории прозвали «Скифский мудрец». О нем много осталось материалов в греческой истории. Отец мировой истории, древний грек Геродот, и после него последователи его школы, ученые, философы, историки, литераторы оставили много письменных сведений, воспоминаний об этой легендарной личности Анарыса. Они его назвали Анахарсис или Анархисис. Если вы, значит, загуглите сейчас в интернете Анахарсис или Анархисис, вы найдете очень много материалов, касаемых его. Я сейчас выложу картинками в этом ролике некоторые из них, для того, чтобы было наглядно вам понятно, что я имею в виду. Вы сейчас их посмотрите, остановите кадр, почитайте для себя.
Затем я дальше продолжу рассказ об этом человеке. Сейчас я ролик один поставлю, его послушайте, потом дальше будем говорить. Нам известны имена многих знаменитых греческих философов. Одни из них разработали философские системы, другие оставили после себя философские школы. Третьи создавали и утверждали философию всей своей жизнью, поступками, делами и словами. Они вошли в историю и стали знамениты кто историческим анекдотом, кто крылатой фразой, парадоксом, хитроумной логической задачей, афоризмом или философским термином. Одним из первых знаменитых греческих философов и мудрецов был скиф Анахарсис. Анахарсис происходил из царского рода. Его отцом был скифский царь Гнур, а матерью – гречанка. Поэтому Анахарсис хорошо знал греческий язык. Анахарсис прибыл в Афины со своим другом Таксарисом, чтобы стать учеником знаменитого законодателя и мудреца Солона. Явившись к дому Солона, Анахарсис велел рабу-привратнику передать своему хозяину, что к нему пришел Анахарсис из Скифии, который хочет быть ему другом. Солон приказал рабу ответить чужеземцу, что друзей нужно заводить у себя на родине. В ответ Анахарсис заметил, что поскольку Солон сейчас находится на родине, то почему бы ему не завести себе друга? Удивленный настойчивостью пришельца из Скифии, Солон впустил непрошенного гостя, а познакомившись с ним, высоко оценил его ум и стал его лучшим другом. Слава Анахарсиса как философа была так велика, что его причисляли к 7 мудрецам. Ему приписывали изобретение гончарного круга и якоря. Сохранились некоторые его высказывания. Одно из самых известных о вине. Анахарсис говорил, что виноградная лоза приносит 3 грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения. На вопрос, как не стать пьяницей, он отвечал: иметь перед глазами пьяницу во всем его безобразии. А на вопрос, какие корабли самые безопасные, сказал: вытащенные на берег. Узнав, что корабельные доски имеют толщину в 4 пальца, Анахарсис заметил, что моряки плывут на 4 пальца от смерти. Когда его спросили, кого на свете больше, живых или мертвых, он спросил: а кем считать плывущих на кораблях? Живя среди греков, он не только учился у них тому, что считал достойным подражания, но и говорил грекам о нелепостях в их образе жизни, которые они не замечали сами, привыкнув к ним, и которые бросались в глаза со стороны. Анахарсис удивлялся тому, что в Греции в состязаниях участвуют люди искусные, а судят и оценивают их неискусные. «Странно, — говорил он, — что греки запрещают ложь, а на рынках только и делают, что обманывают друг друга». Еще больше удивляло Анахарсиса то, что афиняне, занимающиеся философией, чтобы обрести мудрость, не умеют мудро говорить. А спартанцы, презирающие философию, тем не менее умеют мудро излагать свои мысли. Одному афинянину, попрекнувшему его тем, что он скиф, Анахарсис ответил: «Мне позор моя родина, а ты позор твоей родине». На вопрос, что в человеке хорошо и дурно одновременно, он ответил: язык. Историк Диоген Лаэртский писал в биографии Анахарсиса, что он сочинил 800 строк об обычаях греков и скифов. В своих сочинениях и во время разговоров Анахарсис использовал и те слова, употреблять которые у греков считалось неприличным. Поэтому от него в Афинах пошла поговорка «говорить как скиф». Сохранилось несколько писем, которые приписывают Анахарсису. Считается, что они были составлены позднее, тем не менее в них сохраняется дух и образ философа.
Так в одном из этих писем, обращаясь к лидийскому царю Крезу, прославившемуся богатством, от имени Анахарсиса сказано: «Я приехал в эллинскую землю, чтобы научиться здешним нравам и обычаям. Золото мне не нужно, довольно мне будет и того, если, возвратившись в Скифию, я стану лучше, чем был». На статуе, поставленной Анахарсису в Афинах, было написано его главное изречение: «Обуздывай свой язык, желудок и похоть». После возвращения на родину Анахарсис был предательски убит во время охоты своим братом Савлием, боявшимся, что Анахарсис станет вместо него царем. Согласно преданию, умирая, Анахарсис сказал: «Разум сберег меня в Элладе, зависть погубила меня на родине». Историк Геродот по-другому описывает смерть скифского мудреца. Возвращаясь в Скифию, он дал обет принести жертву матери богов Кибеле, если доберется домой здоровым и невредимым. Во время принесения этой жертвы он и был убит Савлием за поклонение чужим богам. Имя Анахарсиса стало нарицательным. Так поэтически называют пришельца из далекой и дикой страны, который хочет приобщиться к знаниям и культуре. В XVIII веке французский писатель аббат Жан-Жак Бартелеми написал книгу «Путешествие Анахарсиса в Грецию», в которой в легкой и общедоступной форме описал семейную и общественную жизнь греков. Книга пользовалась огромной популярностью и была переведена на многие европейские языки. Русский император Александр I лично выдал 6000 рублей московскому профессору Страхову для перевода и издания этой книги. «Путешествие Анахарсиса в Грецию» было любимой книгой Пушкина в годы его учения в Царскосельском лицее. Теперь я приведу отрывок из книги Қазыбек Тауасарұлы «Түп-түқияннан өзіме шейін». Страница 35. Здесь он пишет про арыса. Вот так. Слушайте. Жұманның екі ұлы арыс, сабыр аталады. Арыс деген кісі шамадан тыс ірі, өте күшті, айбатты адам болыпты. Міне барлық қазақтың ой мынау арысым деген арыстай кісі екен дейтіні осыдан қалыпты. Так. Перевожу. Вот, у Жумана было два сына, Арыс и Сабр. Арыс был очень крупным, сильным, в общем, здоровым таким человеком. Вот поэтому у казахов осталась такая поговорка: «Ой, мынау арысым екен, арыстай адам екен». В общем, он как арыс, это здоровый человек, как арыс. Вот такая поговорка осталась у казахов. Перевожу. В Европе мы особый народ, мы потомки арыса. Такие есть, оказывается, люди. Мы с Утеном, Утен это Утеген Батыр, вместе, когда в Европу ездили, возле Дуная, вдоль Дуная мы таких встречали, говорит Қазбекбек Тауасарұлы. Далее пишет так. Оның үстіне арыстың дүниені кезіп оқыған адам болғанын Майқы бабамыз үнемі айтып отырады екен. Арыстың өз аты Анарыс болған деседі. Шешесі еркелетіп арыс атап кетіпті. Перевожу.
Майкл Би наш, который 2100 лет назад жил, он все время постоянно про Арыса рассказывал, говорит, что Арыс был ученый человек. Его настоящее имя Анарыс было, говорит. Мать его ласкательно называла его Арыс. Ол ілімді Еуропа елдерінде алып, көп ғұмырын өткізіп, өз еліне келгенде 12-ақ жыл тұрыпты. Ол артына пәлсафа қалдырған, дейді. Жазба майқы заманына дейін келген екен. Перевожу. Он знания, учения получил в Европе. Большую часть жизни провел в Европе, и когда он вернулся к себе на родину, он прожил всего 12 лет. Он оставил за собой пальсафа. Вот это что за слово, непонятно. Вот какое-то слово древнее, пальсафа қалдырған. Запись его... наверное, это Мура деген сөз шығар, это... То есть какие-то эти записи оставил. Вот. Жазба майқы заманына дейін келген. Эти записи дошли до времен Майкл Би, то есть до 2100 годов. До 100-х годов до нашей эры примерно, до Рождества Христова. Майкл Би в то время жил. Далее пишет. Сол замандағы бір жер сілкіністе ол топырақ астында қалған. Арыс ақын да, ахун да адам болған. Еуропада көрген өнегесінің жақсы жақтарын өздерінің патшалығына кіргізуге ұмтылған. Перевожу. Арыс... это эти записи, которые дошли до Майкл Би, до времен Майкл Би, в одном из землетрясений, катаклизмов остались под землей, говорит. В общем, исчезли. Арыс, говорит, был и поэтом, и мыслителем, говорит. Он то, что видел в Европе, чему он научился, хорошие вещи он хотел у себя на родине тоже применять. Дальше пишет. Ол өзінің туған ағасымен осы жөнінде келісе алмай мерт болған. Әсіресе табиғат сырына көп үнілген. Дүние шексіз, оның алды да, арты да жоқ, хақиқатта да мөлшер жоқ, өткен күннің белгісі жоқ деген сөз қалған. Перевожу. Он у себя на родине из-за этого, вот то, что в Европе он научился и хотел у себя на родине применить определенные знания, он от своего, говорит, старшего брата, говорит, в общем, умер от рук старшего брата. Ағасы дейді. Ага, это старший брат. Значит, получается, вот этот Сабр, он был старшим братом. Вот такие тонкости. Дальше говорит, что он природные, значит, тайны мироздания, очень много этому внимания уделял. И вот такие слова у него остались. Дүние шексіз, оның алды да, арты да жоқ. Значит, это мир беспределен, бесконечен. У него нет ни начала, ни конца. У истины нет меры, мөлшер жоқ дейді. У прошедшего дня нет знака, говорит.
Ну, это я на русский перевожу, казахский по смыслу. Далее. Оның көп өлеңі сақталған екен. Ол да жер сілкінгенде құрыған дейді. У него было много, оказывается, стихов. Это вот то, что все говорят, там 800 строк стихотворных оставил Анахарсис. Вот об этом, видать, говорит здесь. И в одном из землетрясений они тоже, в общем, пропали. Арыс Еуропаны өз туысқаны Тоқсары диуанамен бірге аралаған дейді. Арыс, говорит, значит, в Европе, в общем, путешествовал вместе с Тоқсары, таким лекарем. Тоқсары. Дальше. Патшаның қандай болуы керектігін айтамын деп туысқанына жақпаған дейді. Это вот то, что вот вначале сказал. Какой должен быть царь, хан, его характеристики, и вот за это его свои родственники, старший брат и убил, как бы. Вот так объясняет его смерть. Асқан шешен арыстың айтқаны көп екен, ол бізге жетпепті дейді. Өз еліндегі соңғы 12 жылында артында 6 бала қалдырған. Өзі де тұқымым көп болады деп есептеген. Он был красноречивым оратором, шешен, оратор по-русски. Его много оставил после себя крылатых слов. Он говорит, здесь он пишет, что до нас не дошло, говорит, Қазбек Тауасарыл, говорит, ол бізге жетпепті дейді. Но на самом деле дошло от других европейских источников. А для Қазбека в то время он, видать, их не столкнулся с ними. Сейчас время интернета, мы же много чего можем найти, информацию. Затем он говорит, на последние 12 лет, которые он у себя здесь жил на родине, после себя оставил 6 сыновей. И он, оказывается, сказал, что, знал, что у него будет много потомков, говорит, у Арыса будет много потомков. Эти 6 сыновей, это Ақ, Пан, Жан, Бол, Бек, Бал. Это как раз все казахи сейчас, те, которые знают себя казахами, они все происходят от Арыса. Мы все его потомки. Так, это я вам специально отрывок из книги Қазбека Тауасарыла привел. То, что у него написано. Это именно об Арысе. Далее вы можете сами, я сейчас вам подскажу, есть книга Дулға Тұрсын Жұртбая. В нем есть такой тоже раздел Анақарыс. Анақарыс такой раздел есть. В этом разделе этот писатель, тоже историк наш, исторический писатель, исследователь, он много нашел материалов тоже про этого Анарыса. Только он пишет Анақарыс, Анахарсис, Анақарыс. Называет его немножко по-другому, но это смысл один и тот же, об одном и том же человеке. Информация. Ее можете найти, взять и почитать. Там много довольно написано. Я не буду это все повторять в этом ролике. У меня цель этого ролика не в этом. Я сейчас просто показываю, какие есть материалы об этом нашем предке. Это действительно великий человек, которым стоит посвятить ему такой информационный ролик, чтобы люди вспомнили и
если не знали, допустим, узнали и обратили на это внимание. Вот особенно нашим казахам я вот обращаю внимание, вот этого нашего предка найдите информацию о нем, читайте и вот себя впитывайте, вот, кто был наш предок Анарс, чье имя мы носим. Вот все казахи 3 жузов – это потомки этого Арыса. Улы-жүз Ақарыс называется, орта жүз Жан Арыс и кіші жүз Бек Арыс называется у казахов. Теперь, сейчас я вот вам этого Турсун Жұртбая книгу выложу. Потом Ата Шежіре покажу именно по родословной, где как он дальше распространился, его потомки, вот этого Арыса. Вот теперь смотрите, вот Ата Шежіре. Вот у Арыса, Анарыс, было 6 сыновей. Ақ, Пан, Жан, Бол, Бек, Бал. Вот. Из этих 6 Пан, он умер молодым. У него детей не осталось, поэтому там дальше нету потомков. Ах, он старше был. У старшего, у Аха, следующий был сын Кейка. У Жана, Жан был, видать, 3, у него, значит, 2 сына, Ар и Кун. Вот нынешние арвыны – это потомки вот этих 2 сыновей Жана. Ар и Куна, поэтому со временем исказилось арвыны, аркуны получились аргыны. Вот. У Ара было 3 сына, Ау, Су, Каз. У Куна тоже 3 сына, Мас, Хат, Шлап. Далее у Бола было 4 сына, Кон, Рат, Кып, Шах. Вот 4 сына. И вот эти потомки Кон и Рата ныне именуются конратами. А Кып, потомки Кыпа и Шаха, Шах или Сак, некоторые, так скажем, так произносят. Их потомков назвали Кыпшаками или Кипчаками сейчас называют. Вот потомки Кон и Рата здесь не написаны, нет у нас данных. Но у потомки Кыпа 3 сына было, Оск, Тор и Мал. У Шака или Сака было тоже 4 сына, да? Он только еще есть, да, 4 сына. Ер, Ур, Шие и Ток. Вот потомки этого Сака. Вот. Далее у Бека был 1 сын, Алшин. У Алшина далее 4 сына рождается. Бай, Дой, Жите, Алем. Вот этот Дой в тексте далее у Хазбек Тавасарова пишется как Дойт. Возможно, вот эта схема, скорее всего, да, когда перепечатывали, вот эта буква выпала, Дой осталась. Дойт. 4 сына. Вот это потомки вот этих 4 сыновей, это нынешние Кшижиз, казахи Кшижиза. Байула, Алюмула, Жетру, это потомки Жете. И Дойт, видите, Дойт здесь есть, а у них нету в Кшижузе. Вот этот Дойт выпал
Сейчас они не знают. А это был тоже 4-й сын Алшина. Я вам его дальше потом подскажу. Но сейчас сразу скажу, что вот этот Дует, это тоже был батыр. Он, видать, сразу, наверное, ушел в Европу по молодости, может быть. Ну, в общем, он за собой вел часть своего народа, Кшижузе. Дует. Вот нынешние шумикеи в Кшижузе, казах, у них уран дует. Вот это по вот этому батыру дует. Уран у них. Дальше они ушли в Европу, и там, видать, остались. Вот оттуда и сейчас в Германии Дойтланд называется. Скорее всего, потомки вот этого батыра осели большинство в Германии. Дойтланд деген это еленді деген сөз. Дойт еленді. То есть, значит, хозяин этих земель Дойт называется, если переводить по смыслу. Дальше. Бал. Вот у Бала было 4 сына. Нау, Ман, Кирей, Вак. Вот потомки вот этих Нау и Мана ныне называются Найманами. Кирей, потомки Кирея, это Киреи так и остались, Вах, потомки. Вот у Нау было 3 сына. Анде, Сан и Бай. У Мана 2 сына, Мыр и Ек. Нет, ошибаюсь, я вот здесь в схеме. Там непонятно немножко написано. У Науа 4 сына, не 3 сына, 4 сына. Анде, Сан, Бай, Ек. Вот 4 сына. А у Мана 1 сын, Мыр. Вот. У Кирея было 3 сына, Ес, Жун, Бур. У Вака было 2 сына, Нер, Ере. Вот 2 сына. Вот потомки вот этих 6 сыновей Арыса далее в истории разовьются в целые народы, названия которых народов будут происходить от вот этих, от сыновей и внуков вот этих людей, которых я сейчас назвал, 6. Поэтому назвать вот Арыса или Анарыса великим человеком, он действительно великий человек, раз у него по его имени, то есть по имени его детей названы целые народы, целые страны. Разве не великий? Конечно, великий. Вот. И очень плохо, что он остался в забвении. Разные другие люди на устах сейчас у людей в мире, да, а вот этого человека забыли люди. Вот это вот несправедливо. Я хочу исправить эту ситуацию. Арыс – это прародитель всех наших казахов. Поэтому мы все Ахарыс, Жанарыс, Бекарыс. Вот мы, когда свою родословную спрашиваем, шежіре руын қандай, немесе мы спрашиваем, қай арыссың, вот, қай елсің, қай арыссың, арыстың қайсысың дейсің, деп сұраймыз. Ақсың ба, жансың ба, бексің ба деп. Вот. Это я сейчас назвал потомков, которые только мы, казахи.
вот здесь, сейчас, в данный момент фигурируем, так скажем, в этом Аташ-Ежре. На самом деле у Арыса, так скажем, потомки не только казахи. Я вначале говорил, по всей Евразии распространились. Вот. Например, его именем сейчас, не сейчас, а раньше называлась так называемая Киевская Русь. Вот это то, что они называют русы, росы, это на самом деле не русы и не росы, это арысы. И об этом я целый ролик, самый первый ролик в этом канале, я про него, про это снял, так скажем, сделал этот ролик, рассказал. Вы его найдите и не поленитесь, послушайте там. Я вам долго, много, 1,5 часа там рассказываю. И вот я сейчас не хочу все это повторять, то, что там, и не буду это повторять, то, что там было сказано. Там очень много информации, которая вам откроет глаза на нынешнюю, так скажем, это какие страны, какие народы сейчас, значит, являются его потомками. Там все королевские, значит, элиты, королевские династии, которые в Европе основали государства, практически все европейские государства, в Испании, Франции, там, Германии, Англии, это все, значит, потомки вот этого Арыса. Там я это подробно рассказал, показал и обосновал. Послушайте там. Вот и один из примеров ярких — это вот Киевская Русь. Это государство, которое носит имя Арыса. На самом деле Арс. Русь, она Арыс называется. Далее я там тоже упомянул, правда, коротко, вот Беларусь, которую мы сейчас знаем все, на самом деле это тоже, значит, потомки этого Арыса. Они называются по его, значит, сыну Бал и по нему самому, то есть его имени Арыс, Бал-Арыс. Вот. То есть либо Бал-Арыс, либо Бол-Арыс. Вот два вот этих варианта я там указал, но я склоняюсь к Бал-Арысам. То есть белорусы на самом деле не белые русы, а вот именно Бал-Арыс называется народ и вот государственное вот устройство по имени вот этого сына Арыса Бал и его самого Арыс. Так же, как и я в предыдущем ролике про аргынов, я там рассказывал, как хазары по имени Каз и Ар называются, значит, суары, это чуваши нынешние по имени Су и Ар, авары по имени Ау и Ар. Вот. То есть названия народов, они происходят от имени вот этих людей, то есть родоначальников. Но народ — это же род, как бы развившийся целый народ. Вот у рода всегда есть родоначальник, то есть имя ихнего начала. То есть это был конкретный человек, отец этого, прадед, пращур, как говорится, этого рода. Вот и по вот этим именам, которые вот сейчас в Аташ-Ежре указаны, целые народы сейчас проживают. Вот.
Кыпшаки, Кипчаки, это вот по вот этим Кып и Шакам. Вот. Конраты, это вот по Кон и Рат. Вот. Найманы по Нау и Ману. Вот это целые народы, которые сейчас проживают на территории Евразии. Вот. Далее, так. Сейчас я на паузу поставлю, вспомню, что я дальше хотел сказать. Болгария по имени Бол, хана Бол и Ар. Бол Ария, вообще правильно должно быть. Хунгария, это Венгрия нынешняя, по-другому называют же. Кун Ария. Далее, вот Швеция, это вот по имени вот этого потомка Шье. Так. Сейчас. Вот это сыновья Сака, Ер, Ур, Шье. Так, вот 4 сына. Вот по имени Шье, Швеция, вот Шье. Это тоже кипчаки, так скажем, потомки кипчаков. Бургундия, такая, так скажем, ранее во Франции эта местность называлась Бургундия. Это вот по имени Бур, вот Кирея, сына Кирея, и Кун, сына Жана. Вот, так что Бургундия тоже оттуда ноги растут, как говорится. Так называемый народ Анты в истории упоминается же, древний народ Анты. Это вот и есть вот эти Анд, сын Нау, Анд, Сан, Бай, Ек. Вот это Анты, это вот эти Анды. Вот. Норвегия, это потомки Ныр, Вака. Он 2 сына, Ныр и Ре. Вот Ныр и Бек. Вот Норбек получилось. Вот Норвегия. Так что вот все европейские страны – это потомки вот этих всех людей. Так что не удивляйтесь, почему бы не назвать Арыса великим прародителем всех народов, можно сказать, Евразии. Вот потомки Сабра вот здесь не указаны в этом Аташире, потому что Казбек Тавасарула только свою ветвь он расписал. Вот Арыс от Арыса. Дальше. А вот Сабра он там не расписывал. Вот, если бы были у нас сведения от его потомков, у нас было бы больше информации еще про народы этой нашей Евразии. Ну, я предполагаю, что Сербия, так называемая, вот, скорее всего, носит имя по Сабру. Тоже, скорее всего, искаженное уже. Должно быть Сабрия, наверное, должно было быть. Далее в истории есть Савраматы, Сарматы. Вот эти, скорее всего, потомки вот этого Сабра. Ну, он брат же Арыса, родственные народы, они все как бы рядом проживали. Вот. Почему Савраматы? Ну, когда, наверное, я так думаю, у них спрашивали, кто вы такие.
от кого происходите. Они, наверное, отвечали, что Сабратам. Сабратам Динди — это мой дед типа Сабр, прадед мой Сабр. И оттуда, наверное, Сабраматы название осталось. Сабраматы, Сарматы. Вот это уже мое предположение. Я не могу это точно говорить, но приходится вот так догадываться, раз нет информации. Так. Потом вот так называемые славяне, которые сейчас все разделяют их от тюрков. Я склоняюсь к такому мнению, что славяне — это как раз и есть вот эти потомки, вот это Сабра. Я в этом ролике, наверное, не буду на этом останавливаться, потому что это отдельная там тема, там много надо копаться и вот это тонкости вот эти показывать, чтобы обосновывать. Ну, примерно я вам скажу так вкратце. Вот Сабра, вот эти греки, древние греки, Геродот, Страбон и так далее, они брата Арыса, Анахарсиса, они же описывают, и они называют его в разных трудах по-разному. В одном месте его Савлием назвали, Савелием назвали. Я там читал там разные, так скажем, эти записях, вот такие имена употребляются. Но это Сабр, это, то есть брат Арыса, это же Сабр, мы вот знаем здесь. И поэтому Савлий, там Савелий и другие названия, это значит относятся к этому Сабру. Ну, это все искажение, я так понимаю. И в одном из, значит, прозваний употребили слово Славий. Видите, Савлий и Славий. Вот эти буквы переставили, Л и А, там порядок букв, и получилось Славий. Вот я думаю, что далее, потом историки, когда вот ссылались на предыдущих своих историков, там, они вот это Славии, в конце концов, славянами там представили. И получилось, скорее всего, вот, нынешний термин, обобщающий эти народы славянами, вот это европейский народ. А на самом деле это, по-моему, вот потомки именно Сабра, вот, которого, еще раз повторяю, назвали Савлием, Савелием, Славием в одном месте, я еще раз повторяюсь. И, возможно, вот эти искажения, потому что в истории очень много вот происходило, оказывается, искажений слов, букв, звуков и так далее. И вот в конце концов вот вылилось в такую, в нынешнее, так скажем, произношение определенных названий. Еще одно мое, значит, предположение, что нынешнее название Сибирь, то, что называют Сибирь, скорее всего, осталось от имени вот этого Сабра. Вот. Он же был ханом в свое время. То есть Арыс, он не был ханом, хотя он царского рода был. Вот. Арыс познавал науки в Европе, а в это время правил его брат Сабр, который его и убил. Вот по, значит, по истории, так скажем. Вот. И мне кажется, что вот это Сибирь, то, что называют, это тоже немножко искаженное от Сабр. Сибирь. Сибирь. Мне кажется, от него осталось это название. Топоним. Но это чисто мое предположение.
потом я хочу вам такую вещь сказать, что вы вот эту схему Аташи Жре, когда смотрите, родословную, да, вы понимать должны, что каждое вот это колено, там каждый эшелон, да, этаж поколений, да, это целая жизнь. То есть вы на него, когда смотрите там и считаете колено, допустим, 73 колена там до прапрапрадеда, вот эти 73 колена – это 73 жизней. То есть вы должны как бы представлять, осознавать, насколько это огромные временные такие интервалы. Вот и накапливаются целые тысячелетия. Вот примерно 90 колен от нас до нашего предка казаха. Вот и 90 колен – это почти 2500, почти 3000 лет истории. И вот эти названия, имена этих людей – это целые, так скажем, эпохи там определенные. То есть эти люди проживали же и оставляли след в истории. И вот о некоторых из них до нас дошла информация, что, кто это были люди, как они прожили, чем запомнились. Вот поэтому вот мы, казахи, когда Чежире рассказываем, это не просто там, как некоторые думают, там какие-то сказки, там легенды и так далее. Это история на самом деле. Вот казахи вот так историю запоминают. Вот, по именам своих предков, по именам выдающихся людей, которые остались в памяти, вот, народной, допустим. Так что к этому в Чежире надо серьезно относиться, а то вот некоторые там в комментариях я читаю, там в Чежире это сказки, там смеются. Чего вы смеетесь? Атан басна клюснерма. Там в этом Чежире написано и плохое, и хорошее. Это то, что я вам сейчас рассказываю, это человек, который ответственно пишет и относится к этому написанному. Это не какие-то там аферисты или шарлатаны, которые там могут там вранье какое-то писать. Он это конкретно пишет, что я не имею права врать, поэтому я вот пишу правду, как она есть, даже если она неприятная. Вот, например, в этой книге он написал то, что никто не знает, допустим, сейчас среди казахов, что вот Аблай-хан, например, он, оказывается, не туре был. Он не чингизидом, оказывается, был. Вот хотя мы считаем, что этот он тоже чингизид, туре, Тухманан. Вот. А это нигде никто такие вещи не знает и не писал до вот этого сегодняшнего момента, пока мы вот эту книгу не получили в руки. Вот. Все наши предыдущие предки, там Аталарамс, деды наши, они считали, были уверены, что там чингизиды, вот Аблай-хан, он тоже какой-то потомок там Жоша хана, Джучит. Вот, а вот этот Казбек Тавасаров написал истину и все это рассказал, как оно на самом деле все было. Вот. Это тайна, которая осталась неизвестной 300 лет назад для людей, для народа нашего. Среди казахов этого не знают. Никто не знал, потому что вот он этот секрет с собой унес, вот этот Казбек Тавасаров, только в книге написал и людям больше никому не рассказывал. И там, оказывается, этот Аблай-хан попросил
не рассказывать вот эту тайну, которую знал вот этот Хазбек Таусарлу. Вы не шутите, эта книга очень серьезная, и человек, который это написал, он прямо, можно сказать, особый такой человек, не говоря уже о его боевых заслугах, которые он проявил во время войны казахско-джунгарской. Теперь я хочу рассказать вам, чтобы вы послушали, как европейские народы, в их числе древние греки, затем дальше римляне, древние римляне, возвеличили вот этого нашего предка Арыса до уровня богов Олимпа. Древние греки до уровня богов Олимпа. То есть эта личность превратилась в легендарную личность, которой поклонялись многие поколения последующие. Вот так называемый меч Ареса, есть такое, как говорится, легенда среди греков и европейцев нынешних сейчас. Нынешние европейцы, но те раньше, которые древние европейцы, которые жили, они вот этого нашего предка назвали богом войны, дали ему бога войны Арес. То есть Арес они как бы назвали Аресом. Вот до сегодняшнего дня вот дошло вот это название, бог войны Арес. И вот все, что связано с войной, с военным искусством, было ему, так скажем, его качество, так скажем, обожествили его качество. Почему это они сделали? Потому что в те времена, как раз скифские времена, скифы были великими воинами, и вот как раз вот Арыс, он оставил, оказывается, так скажем, много, значит, написанных в стихотворной форме трудов по военному искусству, оказывается. Вот, и, видать, то, что было связано с войной, все они, значит, отождествили с Аресом, с богом войны, так скажем. Вот сейчас я один ролик вам поставлю, который, значит, я нашел в интернете, про скифский меч Ареса. Вот его посмотрите. Вот это тоже связано именно с нашим Аресом. Сейчас я хочу в этом ролике все, что я накопал касаемо Ареса, все вот вам здесь постараться показать, чтобы у вас было какое-то представление общее. Вот она разношерстная будет, но все равно в одну тему, как говорится, в одну калитку. Вот посмотрите.
Арес, Афродита, Эрот и Гименей. Арес. Бог войны, неистовый Арес, сын громоверца Зевса и Геры. Не любит его Зевс. Часто говорит он своему сыну, что он самый ненавистный ему среди богов Олимпа. Зевс не любит сына за его кровожадность. Не будь Арес его сыном, он давно низвергл бы его в мрачный Тартар, туда, где томятся титаны. Сердце свирепого Ареса радует только жестокие битвы. Неистовый носится он средь грохота оружия, криков и стонов битвы между сражающимися, сверкающим в вооружении с громадным щитом. Следом за ним несутся его сыновья Деймос и Фобос, ужас и страх, а рядом с ними богиня раздора Ирида и сеющее убийство богиня Энио. Кипит и грохочет битва, ликует Арес, со стоном падают воины, торжествует Арес, когда сразит своим ужасным мечом воина и хлынет на землю горячая кровь. Без разбора разит он и направо, и налево, груда тел вокруг жестокого бога. Свиреп, неистов, грозен Арес, но победа не всегда сопутствует ему. Часто приходится Аресу уступать на поле битвы воинственной дочери Зевса Афине Палладе. Побеждает она Ареса мудростью и спокойным сознанием силы. Нередко и смертные герои одерживают верх над Аресом, особенно если им помогает светлоокая Афина Паллада. Так поразил Ареса медным копьем герой Диамет под стенами Трои. Сама Афина направила удар, далеко разнесся по войску троянцев и греков ужасный крик раненого бога. Словно 10 000 воинов вскрикнули сразу, вступая в яростную битву, так закричал от боли покрытый медными доспехами Арес. Вздрогнули в ужасе греки и троянцы, а неистовый Арес понесся окутанный мрачным облаком, покрытый кровью, с жалобами на Афину к отцу своему Зевсу. Но отец Зевс не стал слушать его жалоб. Он не любит своего сына, которому приятны лишь распри, битвы до убийства. Если даже жена Ареса, прекраснейшая из богинь Афродита, приходит на помощь своему мужу, когда он в пылу битвы встретится с Афиной, и тогда выходит победительницей любимая дочь громоверца Зевса. Воительница Афина одним ударом повергает на землю прекрасную богиню любви Афродиту. Со слезами возносится на Олимп вечно юная, дивно прекрасная Афродита, а вслед ей раздается торжествующий смех, и несутся насмешки Афины. Далее, вот вслед за древними греками, древние римляне тоже скопировали этот образ Ареса как бога войны, только у римлян он стал называться Марсом. Я вот догадываюсь, что Арес, Арс, Марс примерно созвучные такие слова, звуки, но, видать, эти римляне привнесли искажение, как М букву добавили, получилось Марс. То же самое, что Арес, только через М. Тоже бог войны, и тоже наделили его разными там свойствами, качествами и так далее. Сейчас я вам приведу там несколько таких картинок, там почитаете, посмотрите, я тоже вам тоже кое-что почитаю, послушайте и убедитесь, вот, что они тоже
так воспринимают это бога войны. Но они не знают, что это именно вот это Арес. Вот. Но греки-то знали, что это скифский, так скажем, воин. Вот. Но римляне, они же скопировали у греков, поэтому они уже забыли там, откуда у него корни. И наплодили еще кучу легенд. Вот, например, вот здесь написано, Гомер упоминает Ареса в Илиаде и Одиссее, называя его смертоносный, свирепый, ужасный, как демон, губитель людей, разрушитель городов. Вот, постоянной спутницей Ареса является богиня раздора Эрида. Вот так пишут. Далее вот так пишут. Дети Ареса также жестоки и немилосердны. Они участвовали во многих кровавых битвах, испытывая при этом яростное упоение в бою. Вот так пишут. Вот такие эпитеты употребляют греки. Арес – сын Зевса, а потому он живет среди богов, но уживается с ними с трудом. Даже Зевс, отец, не в силах сдерживать гнев на Ареса, а потому говорит ему: «Ты ненавистнейший мне меж богов, населяющих небо». Вот такие вот боги. Вот. В римской мифологии культ Ареса, отождествленный с Марсом, получил широкое распространение, потому что он считался отцом Ромула, основателя Рима, говорят. Видите? Его часто изображали в сопровождении священного животного, волчицы, которая, по легенде, вскормила Ромула и Рема. Вот эта легенда о скормленных волчицей Ромула и Рема чем-то напоминает нам легенду про Ильсауби нашего, да, о котором я рассказывал, когда про гуннов рассказывал, про хуннов. Так что созвучные вещи, и причем вот эти легенды появились примерно в те времена, когда вот жили те люди, о которых я вот до этого рассказывал, потомки Ареса, такие как Ильсауби, вот Майхаби и так далее. Что-то созвучные эти вещи, у меня такое подозрение, что и эти легенды тоже, возможно, дошли до Европы, я так подозреваю, наши легенды тюркские. И, по-моему, там что-то связанное, может быть, основатели этих Рима имеют тоже какое-то отношение к этому Ильсауби, а? Что-то у меня такое подозрение. Слишком похоже. Вот здесь пишут: в римской мифологии Марс исключительно бог войны. Символ Марса – копье и 12 щитов, один из которых, по преданию, упал с неба. Римляне восприняли это как предзнаменование своей непобедимости. Здесь пишут: Марсу были посвящены животные дятел, конь, бык, волк. Быка приносили в жертву в лесу, коня приносили в жертву из победившей на бегах квадриги, колесницы. Символ Марса – копье и 12 щитов, один из которых упал с неба. Марс считался отцом Ромула и основателя города Рима. Так, это мы уже слышали. Вот в те времена, когда скифы воевали, так скажем, на просторах Европы, активно использовали колесницы. Это вот скифы как раз от скифов. Далее, видать, к римлянам тоже это перешло, это, так скажем, одно из оружий на конях. Вот колесницы, например. Римляне колесницы используют.
После окончания военных действий Марсу приносили в жертву коня. В его честь в городах место военных смотров и парадов стали называть Марсово поле. Вон, понимаете? То есть Арысово поле – это место проведения военных парадов стало с тех времен. Вот здесь Пушкин пишет: «Люблю воинственную живость потешных марсовых полей». Даже Пушкин уже про Арыса, нашего предка, писал в свое время, не подозревая об этом. Вот Марсово поле в Санкт-Петербурге. Это во времена царей России. Тоже стали парады, когда проводить. Марсово поле называли. Арысово поле. Вот, в отличие от Афины, богини честной и справедливой войны, Арес, Марс, коварный и вероломный бог войны, пишет. Вот римская мраморная копия с греческого оригинала. Около 150 год до нашей эры. Национальный музей Рим. Тоже Арес. Вот. Арес сын Зевса, а потому он живет среди богов, но уживается с ними с трудом. Даже Зевс, отец, не в силах сдерживать гнев на Ареса, а потому говорит ему: «Ты ненавистнейший мне меж богов, населяющих небо». Я уже это говорил, по-моему, да? Вот Венера и Марс, связанные Амуром. Вот такие вот произведения искусства. Вот здесь пишут: Арес принимал деятельное участие в войне богов с гигантами во время Троянской войны. Являясь противником греков, он был ранен Диомедом, говорит. Вот такие вот легенды. Конечно, легенды будут, если легендарная личность после себя оставила столько рассказов о себе. Но это был настоящий живой человек в свое время. Вот Венера и Марс. Национальная галерея, Лондон. 15 век. Вот пишут: отец Марс, один из древнейших богов Италии и Рима, входил в триаду богов. Марс сопровождал идущих на войну воинов, к нему обращались землевладельцы с просьбой дать плодородие полям, здоровье семьям, рабам, скоту. К нему взывали при обряде очищения. Был наделен 3 жизнями. Ему был посвящен март, пишет, первый месяц древнего календаря. Вот раньше первый месяц начинался с марта. Вот как у нас вот Наурус, год начинается же по восточному календарю. Год начинается с Науруза, с марта. Вот раньше тоже, видать, так же был древний календарь. И вот ему посвятили март, говорят. Наверное, Марс, наверное, название этого месяца тоже, видать, от этих римлян пошло. И тоже, наверное, Арес, его как бы корень этого слова идет, наверное, от Ареса. Как там по-английски март месяц, я забыл уже. Вот. Так что смотрите, планета Марс названа в честь нашего Ареса. Вот месяц март тоже в честь него, оказывается, получается, раз по Марсу назвали. Вот. Чем не великий человек? А его, видите, забыли. Потомки его забыли, не вспоминают практически никто. Вот. Мы только казахи постоянно друг у друга, когда интересуемся своей родословной чередой, вот, мы его почти постоянно упоминаем. Вот. Арстен Кайс. Вот
какой великий человек. Вот, так, далее. Вот в интернете я нашел, группа есть такая даже, God of War Ares. Вот, там тоже есть поклонники, так скажем, этого бога войны. Это молодежь там в основном. Вот Марс с форума «Нервы». Это копия 90-х годов, 1 век с оригинала, 2 век до нашей эры. Мрамор, Капитолийский музей, Рим. Вот Марс и Венера, фрагмент фрески из Помпей, 1 век нашей эры, Неаполь. Вот я вам привел несколько примеров, так скажем, распространения этого прообраза этой легендарной личности, вот, нашего предка Ароса. Вот, так что чем не древняя история наша собственная, не менее древняя, чем у древних греков, может быть, даже более древняя. Вот. Также вот хочу сейчас привести такой отрывок, видеозарисовку. Река есть у нас в Казахстане, Южном Казахстане, Арыс называется. Вот эта река как раз в честь этого нашего предка Ароса. Тоже ее посмотрите. Далее там я тоже просто картинки приведу. Есть реки Рось, где-то в Украине, в Беларуси. Вот эти все названия с Росью, это, скорее всего, там тоже в честь этого Ароса названы эти реки. Вот сейчас я вот эту нашу Арос приведу, реку, потом далее. Секунду. Потом я еще скажу, пока не забыл, напомню, вот имена такие
распространенные. Вот у нас такие, как Руслан, Арслан, Аслан. Это все имена в честь вот этого нашего предка Арса. Вообще Арстан тоже слово, связано именно с этим человеком, как понятие такого грозного, большого такого существа. Вот у нас лев называется Арстан. У других народов, по-моему, Арслан называется. Вот лев, это образ этого льва, это все связано с этим Арысом нашим. Как вот его отмечают, Хазбек Тавасаров в своей книге написал, что этот человек был очень такой огромного роста, телосложения. В общем, видать, он всем напоминал такого льва, можно сказать. Вот эти имена – это в честь него, просто разные, искаженные варианты. Руслан – это тот же Арслан. Вот я, в принципе, много чего рассказал, привел. В основном, по-моему, все, что я хотел, рассказал. Может быть, что-то забыл. Это не так страшно, как говорится. Основное, так скажем, то, что я нашел, накопал, я здесь представил. Вот в честь этого человека названа целая планета Марс, например, да? Вот месяц март, оказывается, тоже в честь этого человека. Марсово поле, меч Ареса. Даже, оказывается, вот во время войны, Второй мировой войны, значит, германцы, когда здесь Советский Союз напали во время войны, они, по-моему, где-то на Кавказе, где-то они шерстили. Я вот статью где-то читал, может, сейчас найду, ее тоже приведу. В поисках меча Ареса, оказывается. То есть у них, даже у этих, значит, эсэсовцев, то есть военной элиты, верхушки германской, гитлеровской военной верхушки, даже среди них, оказывается, вот эта легенда о мече Ареса, что это священный меч, была у них распространена, что они не поленились, оказывается, пытались там в каких-то каменоломнях, там, пещерах где-то там на Кавказе найти вот этот меч Ареса. Вот я сейчас в интернете где-то было, сейчас попробую найти, еще сюда, может быть, вставлю этот ролик. Вот насколько легендарная личность это была. Поэтому надо об этом знать, тем более его потомкам, нам. Вот, наверное, все. Вот. И я еще раз сейчас вот в конце этого видео ставлю как заставку ролик там про украинцев и казахов. Там я именно вот королевские династии хорошо описал, рассказал, которые произошли от Арыса. Вот его тоже посмотрите, внимательно послушайте, что я там рассказываю. Там плохо слышно немножко, но не обращайте на это внимания. Я тогда первый ролик мой, в общем, как получилось, так и записал. Вот. Техника – это на втором плане. У меня самое главное – суть. Как вы поняли в моих рассказах, главная суть, чтобы уловили понимающие люди. Вот. А вот эти, которые верхушки там хватаются,
можете не слушать дальше, пропускайте мои рассказы мимо ушей. И верьте там в свои дальше, свои там заблуждения, которые вы там начитались. Вот, и здесь не надо всякие херню там в комментариях писать. Хорошо? Если будете там грубить, я вам тоже грубануть могу. Не хочу этим заниматься с вами, уподобляться вам. Буду удалять эти комментарии. Так что, кто ищет, как говорится, истину, тот найдет в моих словах зерна истины. Вот. И это будет для него дальнейшая, так скажем, помощь в направлении, где дальше можно копать, чтобы раскопать другие пазлы этой мировой истории развития человечества. Вот, дорогие мои, давайте, будьте здоровы. Как говорится, встретимся еще в эфире. Сейчас здесь впереди зима, я еще несколько роликов буду делать, потихоньку заниматься этим. Времени вечерами, ночами много будет. Так что еще, если все нормально будет, увидите. Давайте.